Пирожочки — это, конечно, хорошо, но давайте мы их исправим. Есть такой нюанс: перегружены они очень сильным материалом, много на них ненужного геля. Я в процессе снятия поняла, что там сначала один дизайн хотели, потом решили сделать другой, и, в общем, получился пирожок. А все потому, что мастер не смог вовремя сказать клиенту, что не надо столько раз передумывать. Ну да ладно, как говорится, что было, то прошло. Давайте все почистим, все поменяем и приведем в порядок. Но есть нюанс: ногти имеют естественную тенденцию на рост вниз, то есть они подклевывают, и, конечно, нужно будет выкладывать все сверху и эти ногти поднимать. Плюс еще сложненькая кутикула тонкая, но мы справимся безопасной фрезой и, конечно, моими любимыми кусачками. Чистый маникюр у нас готов, осталось только слегка зашлифовать. Я здесь использую желтый бутон, это очень нежная насадка, и она точно не травмирует кожу клиента. Я сама люблю фрезы с желтым пояском. Дальше все почистим и протрем. До этого я буду использовать антисептик, лучший способ обезжирить ногти. И также дальше у нас дегидратор, праймер, все как положено, все как всегда по плану. Эти жидкости я использую на каждый маникюр. Я считаю, что все должно быть по технологии. После нанесения праймера можно приступать к нанесению базы. Также я абсолютно всегда использую базу на подложку, даже если на упаковке геля написано, что он будет держаться без каких-либо подложек. Это моя страховка для того, чтобы у клиента не было каких-нибудь неприятностей в виде ожога. После чего я использую полигель. Выбрала красивый натуральный оттенок, и сейчас с помощью него я буду выкладывать ложе. Моя задача выкладывать таким образом, чтобы за счет выкладки материала у меня поднимался свободный край ноготочка, поэтому язычок у нас достаточно объемный и достаточно высокий. Посушили, обезжирили и пилкой опиливаем. Делаем вид, что у нас здесь форма овал, то есть мы опиливаем линию улыбки. Ну а дальше на кончик, конечно, нам нужно будет что-то положить. И я выбрала средней степени белости, если можно так выразиться. В общем, средний белый гель. И вот такой гель с блестяшечками, который просто вообще, я хотела его скушать, он очень классно смотрится, он просто обалденный. В общем, все это соединяю в произвольном порядке, так как мне подсказывает моя фантазия, потому что я хочу, чтобы после опила у меня открылся какой-нибудь интересный, симпатичный рисунок. Снова возвращаемся к фрезе для снятия у меня желтым пояском от Biotech и убираем лишний объем. Нам нужно создать правильную архитектуру. Конечно, не забываем убрать все изнутри. Дальше уже в помощь фреза малышка. Ну и, конечно, небольшой, но все-таки верхний опил у нас здесь имеется. Кстати, от кутикулы я чуть-чуть растянула базу, но не сняла этот момент по какой-то причине. В общем, добавила там крохотную капельку объема. Дальше мы выравниваем все топом, проверяем, чтобы блики были красивые. И в какой-то момент я поняла, что пилила я так, что немножко спилила усики. И тут родилась неадекватная идея сделать какой-нибудь дурной дизайн. Вы знаете, вот как иногда хочется поесть чего-нибудь вредного, вот иногда также хочется на ногти какую-нибудь фигню странную сделать. В общем, это был тот самый день. Мы взяли конструирующий прозрачный гель и на него установили паталь серебряного цвета, и с помощью пинцетика я ее вот так прижмякала, потому что мне хотелось фактуры, хотелось такого какого-то объема, чтобы было очень-очень необычно. Ну и, конечно, самое главное — прикрыть мои косячки. Там, где было некрасиво, появился дизайн. Если честно, я думаю, что в принципе дизайн на ногтях придумался в тот момент, когда у кого-то не хватило лака на 2 ногтя, и кто-то покрасил еще 2 другим, или когда у кого-то были какие-то действительно недочеты и недостатки, и мастер подумал, а почему бы не сделать здесь какой-нибудь цветочек. Но это, конечно, мои фантазии, может быть, это было и не так, я правда не знаю, как появился дизайн, но этот мы перекроем топом. И топ, кстати, кто успел обратить внимание, необычный, это толстый топ от Имень, он как раз-таки для объемных дизайнов, потому что он густенький. А вот так выглядят наши ногти в пониженной экспозиции. Почему в пониженной? Ну, потому что мне кажется, что это очень красиво. А вы напишите в комментариях, как вам такой дизайн. Ну, я точно знаю, что он у любителей, но все-таки.